Всем привет, друзья! Хотите быстрый ужин, который понравится всей семье? Всего 30 минут, и у вас на столе ароматная паста с курицей. Сразу ставим разогреваться сковородку с растительным маслом, добавим кусочек сливочного, так получится вкуснее. Мне понадобится 2 куриные грудки. Солим и перчим курицу с двух сторон. Сегодня готовим кремовую пасту с куриной грудкой, томатами и шпинатом. Все в одной сковороде, всего за 30 минут. Выкладываем куриные грудки на горячую разогретую сковородку и обжариваем где-то 4-5 минут до красивой золотистой корочки. А пока жарится курица, нарежем одну луковицу. Я взяла лук-шалот, вы можете взять обычный желтый лук. Так, готово. Давайте проверим курицу. Посмотрите, куриная грудка уже хорошо зарумянилась, обжарилась. Переворачиваем и жарим с другой стороны еще 5 минут. Выкладываем на тарелку, отставим в сторону, пусть курица отдохнет. По желанию вы можете довести куриные грудки до полной готовности в духовке. В сковородку отправляю лук-шалот и обжариваю 3-4 минуты на среднем огне. Мне также понадобится 2 зубчика чеснока. Чеснок измельчаем ножом, аромат сразу на всю кухню. Нарезали чеснок и теперь вот так вот довольно мелко измельчите его ножом. Так вкус лучше раскроется в соусе. Отправляю рубленый чеснок к обжаренному луку. Все перемешаем и обжарим 30 секунд до появления аромата. Сюда же добавляю томаты в собственном соку вместе с соком, где-то 1-2 столовых ложки томатной пасты или кетчупа, чайную ложку сушеного орегано, чайную ложку базилика и щепотку хлопьев красной острой паприки, если любите остренькое, это по желанию. Приправляем солью и черным свежемолотым перцем по вкусу. Очень вкусно пахнет и выглядит просто потрясающе. Хорошо перемешиваем и дадим соусу покипеть 5 минут, чтобы он немного загустел. Только посмотрите, ароматы невероятные. Добавляем в соус сливочный сыр. Получится очень вкусно и нежно. Вы можете заменить сливочный сыр сливками. Все хорошо перемешиваем, растираем сыр с томатным соусом, чтобы получилась однородная густая консистенция. Очень вкусно выглядит. Вливаю бульон куриный или воду. Еще раз хорошо перемешаем. Посмотрите, вот такой однородный, гладкий, вкусный соус у нас получился. Блюдо получится потрясающе вкусным. Сюда же добавляю в этот соус тальятелли. Вы можете взять любую пасту, короткую или длинную, которую любят в вашей семье. Немножечко погрузим пасту прямо в соус, чтобы она была покрыта жидкостью. Готовим пасту 7-10 минут до состояния аль денте. Аромат стоит просто божественный, и это то самое блюдо, которое точно станет любимым в вашей семье. Добавляем шпинат. У меня свежий шпинат, вы можете взять замороженный, только хорошенько отожмите жидкость. Шпинат добавляем за 2 минуты до приготовления, до готовности пасты. Все перемешиваем, и в самом конце я тру немного пармезана, чтобы соус стал густой, богатый и вкусный. Получится очень вкусная, нежная кремовая консистенция. Еще раз хорошо перемешаем, смешаем пасту с пармезаном. Все уже практически готово. Добавляю в сковородку, прямо на пасту кладу куриную грудку, чтобы довести ее до полной готовности. Сюда же вливаю соки от куриной грудки.
Накрываем крышкой и даем курице прогреться пару минут. Небольшой пучок свежего базилика. Листики базилика мелко порубим. Друзья, у нас все уже готово. Посмотрите, как это вкусно, красиво, очень аппетитно. Готовится за считанные минуты. Можете звать всю семью за стол. Посмотрите, какая курочка. Вкусная, нежная, ароматная. Давайте нарежем, и я покажу вам, какая сочная и нежная она получилась. Режется очень легко, нож входит как в мягкое масло. Только посмотрите. И очень вкусная, нежная кремовая паста. Посыпаем ее базиликом и сверху еще натрем немного пармезана для вкуса, красоты и аромата. Выкладываю сверху на пасту куриную грудку и можно подавать. Вкусная, нежная, сочная курица с золотистой корочкой, нежные тальятели и бархатный соус с сыром. Идеальный ужин после рабочего дня. Обязательно напишите в комментариях, как у вас получилось. А я буду ждать вас в моем новом видео.